Приветствую вас на канале Молот Оружия и спасибо, что смотрите. Сегодня поговорим об охотничьем самозарядном карабине Вепрь Хантер под патрон 9,6 на 53 Ланкастер, который приобретается по лицензии на гладкоствольное оружие. Вепрь Хантер создан на базе ручного пулемета Калашникова. Вес карабина 4 кг 100 грамм. Карабин предназначен для промысловой и любительской охоты на среднего и крупного зверя. Хантер выполнен в классическом стиле с цельной ложей из ореха или оружейного ламината. Для удобства стрельбы приклад выполнен со щекой и имеет резиновый затыльник-амортизатор. Для левшей есть исполнение с левосторонней ложей. Вепрь Хантер имеет характерный ряд особенностей и изменений. Шток затворной рамы стал длиннее, что позволило увеличить прицельную линию. Ударно-спусковой механизм куркового типа исполнен в отдельном основании и имеет предохранитель кнопочного типа. Такое решение существенно облегчает обслуживание и чистку ударно-спускового механизма. Автоматика карабина работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Запирание осуществляется поворотом затвора на 3 боевых упора. Ударник подпружинен для исключения инерционного накола капсуля. Питание патронами осуществляется из отъемного магазина на 5 патронов. Регулируемая в двух плоскостях мушка смонтирована в передней части газоотводной трубки. На левой стороне ствольной коробки имеется база для установки кронштейна оптического прицела. Прицельное приспособление позволяет вести стрельбу на дистанцию до 300 метров. Канал ствола, патронник, газовая камера и шток поршня хромированы. Длина ствола 550 мм. Ствол оснащен дульным тормозом-компенсатором. На дульном срезе имеется резьба с шагом 16 к 1. Сделаем 2 серии на дистанцию 100 метров. Стрелять буду патронами FMG. С массой пули 14 грамм. Первые 2 серии показали стабильный результат 8 сантиметров. У меня настрела, причем на Вепрь Хантере совсем нету. То есть это я практически второй раз из нее стреляю. Но сейчас отнесем мишень на 200 метров и посмотрим, какой будет результат. У Вепрь Хантер имеется особенность одна, связанная с расположением боковой планки для крепления кронштейна оптического прицела. Она располагается выше, нежели у Вепрь 1В. Поэтому кронштейн для крепления оптического прицела должен быть низкий. В прошлый раз я использовал кронштейн СОК 97, сборку не помню, и он располагался выше, чем этот, и было неудобно, приходилось тянуть голову.
В этот раз я взял правильный кронштейн, он имеет индекс СОК 102, конкретно этот сборка 9, он комплектуется кольцами, дюймовыми кольцами низкими, но кольца я заменил на кольца Люпольд, они чуть-чуть получше. Вот, и теперь прицел располагается намного удобнее, чем в прошлый раз. То есть мне не надо вытягивать голову, имейте это в виду. Ну что, давайте сделаем серию по 4 выстрелам, дистанция 100 метров, патроны с пулей FMJ. На сегодня это наша крайняя серия. Сегодня улучшить результат не получилось, несмотря на то, что я использовал прицел с большей кратностью, почти в 2 раза. Заменил кронштейн оптического прицела на более удобный, но результат у нас все равно сегодня получался 8 сантиметров и 7 сантиметров. Может быть, это связано с погодными условиями, потому что периодически присутствует сильный порывистый ветер, вот, и мишень просто ходит ходуном, ее срывает, она улетает. Вот. Но для охоты этого результата более чем достаточно. Хантер — это классическое исполнение всем знакомого карабина Вепрь, сочетающее в себе надежность и неприхотливость. Надеюсь, что это видео оказалось полезным и позволит выбрать нужный карабин для охоты. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео, а также на официальном форуме завода «Молот», на котором присутствуют специалисты и конструкторы. С вами был канал «Молот Оружие». До встречи! Владимир Евгеньевич, я одну мишень потерял, она улетела. И я тоже туда.